Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, с вами Дмитрий Чигаев. Сегодня достаточно большое количество открывается спортивных площадок, спортивных учреждений, где и ребята, и молодежь могут заниматься спортивным образом жизни и физкультурой. Насколько активно нужно заниматься спортом? Что такое здоровый образ жизни? На этой теме мы беседуем с нашей уважаемой гостью. У нас в студии Ольга Капранова, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, 10-кратная чемпионка мира. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. На ваш взгляд, насколько оправдано действительно такое большое количество сейчас спортивных учреждений, спортивных площадок, вот то, что сейчас большое количество спортивно-массовых мероприятий проводится в нашей стране, и стараются как можно больше, в первую очередь, детей и молодежи вовлечь в участие этих программ, этих мероприятий? Ну, на мой взгляд, это действительно все очень оправданно, потому что спорт набирает популярность. Сейчас все больше мальчиков и девочек, маленьких и больших, занимаются спортом, различными направлениями спорта. Также занимаются и взрослые люди, и пенсионеры приобщаются к спорту. То есть спортом сейчас в наше время хотят заниматься абсолютно все. Поэтому строится очень много площадок, очень много делается для спорта, очень много массовых мероприятий, абсолютно разной направленности. Мы знаем, что каждый приходит в этот мир, в общем, со своими определенными способностями, предрасположенностью и тем же самым здоровьем, в том числе физическим здоровьем. И не каждый может, допустим, те или иные нагрузки переносить. На ваш взгляд, должен ли быть какой-то дифференцированный подход? Или, может быть, ребенок должен сам определить для себя, что вот он хотел бы заниматься, например, спортом, или профессионально заниматься спортом? Это очень интересный вопрос, потому что мы постоянно в своей работе с этим сталкиваемся, и очень большая проблема, действительно, когда родители заставляют бедного своего ребенка заниматься спортом, а он не хочет, и ни к чему хорошему это, естественно, не приводит. В свою очередь, я не думаю, что надо заставлять детей. Ребенок пришел, он знает, нравится ему или нет. Я, когда была маленькая, сама занималась где-то 5 видами спорта. У меня были и танцы, и плавание, и балет, и все это мне не нравилось. Я это очень хорошо все помню. Художественная гимнастика мне понравилась сразу. То есть меня родители не заставляли, меня тренер не заставлял. И сейчас по опыту я работаю с детьми, я знаю, что если ребенок хочет, если ребенку интересно, его никто не остановит, и он добьется успеха. Если хочет родитель, и если родитель как-то хочет самореализоваться за счет своего ребенка, то, к сожалению, ребенок не добьется успеха, потому что он сам это не хочет. Можно помочь ребенку выбрать тот или иной вид спорта. Действительно, у каждого человека абсолютно разные природные данные. Кто-то приспособлен для бега, кто-то приспособлен для художественной гимнастики, кто-то приспособлен для плавания. Все это, задача взрослых все это увидеть, разглядеть и подсказать ребенку, чем ему лучше заниматься. Правильно ли будет сказать, что родители, питая какие-то определенные надежды, может быть, не спортивного, какого-то действительно спортивных высот, но должны проконсультироваться со специалистами, чтобы те могли увидеть или разглядеть те или иные задатки в ребенке и, может быть, даже вдохновить ребенка на развитие своих способностей? Ну, конечно, правильно, но всегда должна присутствовать золотая середина, и я все равно настаиваю, чтобы все взрослые, очень умные взрослые и врачи, все прислушивались к тому, что все-таки хочет ребенок. Просто бывают моменты, что у ребенка действительно есть физические данные к конкретному виду спорта, и все это видят, и тренеры, и взрослые, и все ему советуют, а ребенок сам не хочет. Но вот в этой ситуации, наверное, тоже надо услышать ребенка, может быть, ему неинтересно. Вы сказали, что иногда родители пытаются реализоваться через своих детей или какие-то получить медали, достижения, какие-то достигнуть каких-то высот. Насколько это чревато для психики самого ребенка? И в том числе, о каких действительно высотах ребенок должен думать или родители должны задуматься? Родители, с моей точки зрения, должны задуматься лишь о том, чтобы ребеночек развивался гармонично, чтобы ему все нравилось, чтобы у него не было нервного перенапряжения, каких-то ненужных волнений, стрессов. А мы, в свою очередь, тренеры, уже думаем о том, как ребенка приобщить к спорту и дать ему, объяснить ему, что это интересно, мотивировать.
Я не думаю, что дети думают о каких-то высотах, званиях. Ему интересно выступить, ребеночку интересно получить медальку. Иногда девочка или мальчик могут спросить, там, почему я не первое место взял, почему там. Но все это мы объясняем, все это мы работаем с детьми, разговариваем с ними как со взрослыми, и они понимают. На ваш взгляд, вот этот ориентир или вот ориентирование, правильно, может быть, сказать, на результат, на вот этот пьедестал, на вот эту медаль, не кажется ли вам, что это изначально закладывает такой определенный надлом, может быть, внутренний в самом ребенке, в его психике? Кажется, так мы никогда в жизни не ориентируем ребенка на медаль. Олимпийский девиз согласит только преодолеть себя. И сейчас, если мы говорим о профессиональном спорте, то даже профессиональный спортсмен никогда не скажет, что я должен обогнать там Петю Иванова. Нет, спортсмен должен преодолеть прежде всего себя и победить себя. И только с собой борется профессиональный спортсмен. И то же самое мы объясняем детям, что не надо там смотреть на кого-то, надо с собой заниматься. Вы 10-кратная чемпионка мира. Да. Что вы преодолели в себе? Вот что вы, какую планку вы поставили для того, чтобы преодолеть в себе? О какой планке преодоления вы говорите своим воспитанникам? Все это приходит очень-очень постепенно. Я не говорю своим маленьким деткам, которым 5, 6, 7 лет, о том, что есть чемпионат мира, и его надо выиграть, о том, что есть олимпийская медаль, и мы готовимся к покорению всевозможных вершин. Нет, детям я этого не говорю. Все приходит постепенно. И я сама пришла в спорт, откровенно говоря, потому что секция художественной гимнастики была бесплатной, и мне надо было чем-то заниматься. Все остальное, чем я занималась, мне не нравилось. Потом мне стало интересно, потом я поняла, что я могу там сделать тот или иной элемент лучше остальных. Потом я подумала, почему бы мне не попробовать выиграть на соревнованиях. Потом уже с Ириной Александровной Винер повстречалась. Потом поняла, что можно даже пойти в большой профессиональный спорт. Все очень постепенно. Скажите, вот вы упомянули такой момент, как гармония, что все должно быть гармонично, развиваться гармонично. На ваш взгляд, в чем гармония это должна проявиться? Нельзя развиваться в чем-то одном. Детки, они схватывают лучше взрослых, у них больше энергии. И когда они начинают заниматься спортом, они учатся, они участвуют в каких-то мероприятиях, в каких-то соревнованиях, они обязательно ездят на сборы, ездят в какие-то пионерские лагеря. И все это детям, как правило, интересно. То есть вот оно гармоничное развитие, они в социуме в своем живут. На соревнованиях они маленькие уже начинают понимать, что можно там выиграть, можно проиграть, можно выступить хорошо, можно выступить плохо. У них есть очень много эмоций, волнений, переживания. Иногда они, конечно, могут всплакнуть, иногда они могут порадоваться, но это тот мир, в котором они живут с самого детства. И им это нравится. Современные врачи и медицина, в общем-то, говорит о том, что физкультура – это хорошо, физподготовка – это да, хорошо, неплохо. А спорт – это плохо. На ваш взгляд, где эта грань? И действительно ли всем нужно идти в большой спорт? Да нет, конечно. Физкультура действительно хорошо. Вот тут я соглашусь с мнением опытных врачей. Мы все немножечко, да, занимаемся, наверное, физкультурой, мы все к этому стремимся и пытаемся себя заставить хоть чуть-чуть подвигаться в обычной жизни. А спорт – это уже самая мирная война. Это уже конкуренция, это уже как бы все ради медали, все ради победы. И чем ты сможешь пожертвовать ради победы, чем смогут пожертвовать твои конкуренты ради победы. Но в то же время я закончила спорт абсолютно здоровым человеком, и с физической точки зрения, с моральной спорт меня, я думаю, что многому научил. И я не считаю, что для меня это было плохо. На ваш взгляд, какова роль тренера, какова роль учителя в данном процессе, в том числе, когда нужно вдохновить спортсмена или нужно вдохновить человека, да, на его, в том числе, пути, спортивном пути, и когда он может его убедить остановиться, вовремя остановиться, чтобы сохранить и здоровье, и свою нравственную внутреннюю целостность. Я думаю, что роль учителя у меня с детками, самое главное им объяснить, что это интересно, что их не заставляем мы, взрослые,
Объяснить, настолько их мотивировать, чтобы они заставляли себя сами, чтобы они для себя поняли, что да, я хочу потерпеть сегодня, потерпеть завтра, но в будущем я пожму с этого какие-то плоды. Объяснить детям важность и нужность спорта. Показать, насколько это интересно. Но ни в коем случае не делать каких-то насильственных действий. Это замечательно. На ваш взгляд, что является главным мотиватором с тем, чтобы заниматься спортом, заниматься У всех физической по-разному. подготовкой? Вы индивидуальный подход какой-то ищете к каждому ребенку? Да нет, скорее. Есть индивидуальный подход ко всем, но есть детки, которые, не хотят они заниматься спортом, их не заставить. А что общее тогда? Чем можно вдохновить? Для чего? Вот зачем? Вот сейчас, допустим, вот ребенок сидит у телевизора, да, и он, там, родитель говорит, вот видишь, какая тетя Оля, какая замечательная, 10-кратная чемпионка мира, красавица. Иди занимайся художественной гимнастикой. А зачем? Это надо попробовать. И тогда они поймут, что им это даст. Вообще художественная гимнастика для девочек самый лучший, наверное, вид спорта, потому что у нас и хореография, и музыка, и пластика, и гибкость, и растяжка, и спорт, и все это в одном. И и это интересно, у нас есть предметы, скакалка, обруч, мяч, булавы, ленты. Детям нравится, взрослым нравится, подросткам нравится. Нет людей, кому не нравится. Хотя иногда бывает такое, что бывают и слезы, и трагедии у деток. Безусловно. И вот этот вот момент, когда слава и вот гордость, тщеславие, оно иногда захлестывает, к сожалению. Как действовать так, чтобы этого не произошло? Как действовать так, чтобы ребенок не перешел через вот эти вот жернова? Вот этого я, кстати, не знаю, потому что действительно сейчас у нас очень омолодился вид спорта, и не только наш. Многие виды спорта омолодились, и есть практика, когда девочка в 13 лет побеждает какое-нибудь первенство мира или в 15 лет Олимпийские игры, и действительно сходит потом. Потому что детская психика, а в 15 лет они еще дети, несмотря на то, что они спортсмены и выигрывают медали, детская психика, к сожалению, не способна понять правильно и выдержать вот эти вот моменты, наверное, всеобщего обожания, может быть, где-то немножко тщеславия. И да, к сожалению, потом, как правило, такие спортсмены сходят. Это обидно. Я думаю, что у них могло бы быть более большое будущее. Но я не понимаю пока, как с этим бороться, хотя у меня первое образование детский психолог. Как вы считаете, можно ли преподавать или можно ли давать ребенку путевку в спортивную жизнь, если мы не знаем, как его защитить? Как его защитить от этих внутренних конфликтов, которые могут возникнуть и зачастую возникают, чтобы не было зависти, чтобы не было гордости, чтобы не было вот этого тщеславия. Но ведь мы зависть, гордость, тщеславие мы не только в спорте встречаем, мы встречаем это во всей жизни. Бесспорно. И от чего защищать спортсмена, от чего его защищать? У него все хорошо, он выиграл медаль, самую ценную в жизни. От чего мы защитить-то его хотим? От того, что медаль может быть первой и последней, что больше он может не повторить этого рекорда. И это может сыграть определенный надлом в его жизни. Я смотрю с другой позиции. У него есть медаль. И на сегодня этот спортсмен самый лучший в мире. И полстраны отдали бы очень многое, чтобы встать на его место. К сожалению, практика показывает, что не все это хорошо переживают, и некоторые идут дальнейшие на какие-то определенные рекорды, не могут остановиться и жертвуют своим здоровьем и своим временем, своей силой. Ради достижения цели мы все чем-то жертвуем. И это правильно. Если ты хочешь стать лучшей в любом аспекте, если ты хочешь чего-то добиться, надо чем-то пожертвовать. А это правильно, на ваш взгляд, стремиться к пьедесталу, всегда быть первой, стараться быть первой? Кому-то помогает, кому-то нет. Все зависит от человека, от его характера, каких-то индивидуальных качеств. Что касается меня, мне надо всегда бороться с собой. И ни в коем случае я себе не разрешаю смотреть на кого-то. Только на себя. То есть надо сегодня стать лучше, чем ты был вчера. Сегодня достаточно часто, мы это в самом начале программы отметили, что есть общественные инициативы относительно забегов, каких-то там лыжня, кроссы и так далее, и так далее. Вот когда люди объединяются в каком-то спортивном действии, в спортивном каком-то достижении, к чему это должно, может быть, привести, на ваш взгляд?
вот это вот Я единение. думаю, что это хорошо. Я вообще люблю, когда люди объединяются. Я люблю, когда какие-то социальные выходы, социальные мероприятия, и мы все вместе, и мы за какую-то идею. Даже без разницы за какую, главное активность проявлять. Но к чему? Это хорошие все начинания, и лыжня, и забеги. Было бы ради чего. Но вроде у нас есть ради чего, поэтому все объединяются и бегут. Если мы сейчас посмотрим, то молодые люди достаточно активно сейчас включаются в спортивные тренажерные залы, поднимают какие-то тяжести, при этом параллельно употребляют какие-то химические добавки, там, биодобавки и так далее, которые наращивают мышечную массу. И с учетом того, что это не всегда сопровождается грамотным, может быть, тренерским или наставничеством, согласна. это приводит тоже к определенным гормональным Ну сбоям. да, согласна с вами. Я могу посетить фитнес, но как бы я еще не готова к каким-то добавкам, к правильным накачиваниям той или иной мышцы ради того, чтобы это было красиво. Как бы это пока не мое, и я надеюсь, я к этому не приду. А так подвигаться, получить какую-то кардионагрузку, поплавать в бассейне, это полезно. А изнурять Может быть, себя как раз вы посоветовали бы тренировками. нашим зрителям, на что обратить внимание, чтобы избежать негативных каких-то последствий и в то же время поддержать свою физическую активность? Я бы посоветовала слушать свой организм, потому что иногда какое-то упражнение одному полезно, а одному не очень полезно. Вот. И человек должен слушать свой организм, не изнурять себя. То есть если одному 20 раз делать тяжело, а другому 40 раз сделать легко. Главное, свой организм слушайте, чтобы ему все нравилось, что мы делаем. Если мы отмечаем момент, все-таки связанный с физической активностью, физической нагрузкой, на ваш взгляд, должен ли человек все-таки понимать, для чего он это делает, для чего он поддерживает свою физическую активность? Движение, динамика, пластика, растяжка помогает сохранить тело молодым. Вы знаете, современные ученые сейчас говорят тоже о том, что нам удалось продлить продолжительность жизни, увеличить продолжительность жизни, увеличить средний возраст дожития и так далее. Но никто не говорит, а зачем нужно жить. Стоит ли задумываться над этим? Либо нужно просто жить, просто пытаться жить, как живется, как Бог на душу положит, как говорится. Но каждый должен сам к этому прийти. Я не могу всем советовать. Я, слава Богу, не задаюсь этим вопросом. Для меня это очевидно, жить надо как можно дольше и ни в коем случае не отказываться. Пока человек может испытывать хоть какую эмоцию, пусть она даже отрицательная, он все равно живет. И ради этого стоит жить и продлевать свою жизнь хотя бы там на 5 минут. Но все равно человек сам должен к этому прийти. Если человек, опять же, не хочет жить, ничего его заставлять-то. Он должен понять, насколько это ценно. На ваш взгляд, человек – это существо отдающее или принимающее? Все разные. Надо жить и созидать. Надо жить и созидать, и делать что-то хорошее. Значит, созидать – это все-таки отдавать. Безусловно. Делать что-то хорошее другим, окружающей среде. В каком объеме или, может быть, в каком направлении это должно развиваться? Ведь у вас среди воспитанников, как мы с вами уже говорили, это достаточно большой спектр и возрастной, это, соответственно, и разные могут быть целеполагания. То есть это там, вы сказали, что у вас воспитанники от 3 лет и старше, и значительно старше, там, до 30 лет могут быть, и, может быть, еще старше ребята или там, молодые люди, которые приходят к вам заниматься. В чем эта отдача? Или, на ваш взгляд, все-таки это каждый человек должен пройти свой путь? Но какова же тогда роль действительно наставника, какова же роль тогда учителя, какова роль тренера, если он не раскрывает эти Мы аспекты? можем подсказать и рассказать, объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Но каждый ребеночек и каждый человек, он все равно выберет свой путь. Может быть, он выберет там какой-то другой путь, не такой, как ему рекомендуют взрослые, и это тоже будет правильно. Это будет его выбор, это будут его ошибки. Но это будет его, не навязанное мнение. А базовые вот эти моменты, что такое хорошо и что такое плохо, их можно как-то оформить, их озвучить? То есть в чем они заключаются? Ведь если мы даем силу, если мы даем человеку возможность физически быть активным,
то согласитесь, ведь мы также несем ответственность за то, как и куда, насколько позитивно человек будет эту силу применять. Да, безусловно, надо показывать своим примером. Потому что тренер все равно для деток авторитет, и они смотрят прям как на учителя. Надо своим примером показывать. Что в этом примере должно быть? Что ребенок должен увидеть в этом примере? В первую Духовные, может, очередь, ребеночку качества? должно быть спокойно со своим тренером. Дети должны быть уверены в тренере, верить ему, уважать его, любить его. И тогда они будут комфортно себя ощущать в этом коллективе вместе с этим взрослым и идти за ним, слушать его. Что бы я хотел еще отметить? Ведь сегодня вот это массовый спорт, массовая физкультура, может быть, так обозначить, да, она направлена на реализацию программ и стратегий развития, в том числе государства, на то, чтобы человек избавлялся или не пристращался к каким-то негативным привычкам, Ну да. негативным проявлениям. То есть избавлялся от пристрастия, может быть, к табаку, к алкоголю, или, допустим, никогда вообще к этому не прикасался. Возможно ли действительно с помощью вот только физических каких-то таких предложений, физической нагрузки оградить человека, дать ему вот эту альтернативу, чтобы она его вдохновила, никогда в своей жизни не прикоснуться к интоксикантам, никогда в своей жизни не прикоснуться к каким-то социальным Ну, конечно, потому проявлениям? что ведь по-разному существует. У каких-то подростков очень много свободного времени, и они не знают, куда деть это время. И вот начинают пробовать все подряд. Какие-то плохие, дурные привычки у них появляются, какие-то компании не совсем адекватные. Это все потому, что они не знают, чем занять свободное время. Это один из вариантов. Естественно, если человек учится и занимается спортом, у него свободного времени чуть поменьше. Он думает, как бы успеть и уроки сделать, и на соревнования съездить, и потренироваться, и поспать, и поесть, и все это за 24 часа в сутки. Но все равно, опять же, природа берет свое, и у ребят, и у девочек, у подросточков есть период жизни, когда хочется все попробовать. Мы, как взрослые, наша задача объяснить, почему это хорошо, почему это плохо, но ни в коем случае не запрещать, потому что запретный плод сладок. Если мы начинаем запрещать, им наоборот хочется это любыми путями сделать. Поэтому надо своим примером показывать, объяснять, мотивировать больше. Ну и ни в коем случае не делать трагедии из-за того, что что-то там пошло не так, и кто-то что-то попробовал. Ничего страшного. Но должен ли в этом смысле сам педагог быть примером? Конечно, должен Или быть сам достаточно педагог, говорить быть правильные вещи примером. и на этом остановиться? Как Вы говорят. пойдете заниматься с фитнес-тренером, который весит килограмм 250 и не может прыгать через скакалочку? Ну, Думаю, что наверное, нет. Вот и все. То есть, соответственно, мы должны быть требовательны к себе, тем более понимая, что если от нас зависит судьба Да, маленького да, человека, любой который взрослый. приходит. А вообще от взрослых. Ведь дети смотрят на взрослых, независимо, тренер ты, учитель ты, просто прохожий мимо. Вот идет по улице ребеночек с мамой, прошел прохожий мимо, выбросил не в урну, а куда-нибудь на землю фантик. Ребенок это увидел. Ну, не тренер, да, не педагог, не знакомый взрослый, но он же это сделал. Он уже это увидел, что взрослые несовершенны. Ну-ка, посмотрите, а ведь мы сейчас с вами отметили такой момент, очень важный, на мой взгляд, это общение. Что общение, оно должно всегда присутствовать для того, чтобы человек находился в каком-то социуме определенном и находился под присмотром опытного педагога, психолога, того же тренера, который обладает какими-то нравственными качествами, Ну, который мне может показать кажется, этот пример. мне бы хотелось в это думать, что у нас все педагоги, и учителя, и тренеры, и сейчас тенденция такая. У нас нет плохих. У них очень жесткая аттестация, очень хороший отбор, очень большая конкуренция, опять же, что, в принципе, сейчас на этих должностях хорошие люди, стоящие люди, которые знают свое дело, которые очень любят детей, и не хочется думать о том, что есть что-то плохое. Вот. Поэтому родители не то, что они должны создать благоприятную среду, она есть. Направить в нее нужно. Ну, а есть неблагоприятная среда? Вполне может быть. И тогда ее надо исправлять, нельзя ее обходить. И вот мы сюда не пойдем, потому что здесь плохо, а вот здесь вот хорошо. Надо попытаться там тоже что-то хорошее принести.
Что же, мы будем от чужих проблем отворачиваться? Ну, наверное, нет. Спасибо вам большое. Спасибо за это вдохновляющее интервью. Дорогие друзья, мы беседовали на тему физкультуры, на тему спорта, на тему здорового образа жизни с нашей уважаемой гостьей. У нас в студии была Ольга Капранова, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, 10-кратная чемпионка мира. До новых встреч. До свидания. Будьте здоровы. В эфире «Добрые новости». В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobro-shop.com.